Арджи, вопрос на засыпку. Что ты делаешь на Арнольд Классик и как ты оцениваешь свою форму на этот турнир? Вообще я на Арнольд Классик что делаю? Я приехал посмотреть на свою форму за океанскими спортсменами, скорее всего, потому что у них специфичная своя какая-то борьба бывает. Форма у меня сейчас, я так считаю, хорошая, но недоработанная пока еще чуть-чуть. Ее нужно дорабатывать. Целенаправленно приехал сюда бороться на Арнольде, потому что у меня нету этого титула, нету этой медали. Вот и все. Как ты оцениваешь последний армфайт Vendetta in Vegas? Какие твои впечатления, какие твои разочарования и, все, что связано? Скажем так, впечатления у меня очень большие и грандиозные в том, что я увидел. Вообще все было непредсказуемо и было неожиданно, потому что ожидалось вообще все по-другому, по своим прогнозам. Многие свои прогнозы давали, но по моим прогнозам вообще все задом наперед получилось. Думал, что у Трубина будет очень тяжелая борьба, но она и была борьба такая тяжелая, но Трубин все равно выиграл достаточно, скажем так, что у него еще остались силы после армфайта, нежели у Майкла Тодда. Я думал, Майкл Тодд вообще измотает Трубина. По поводу Леши, как оценивать этот армфайт, не знаю, потому что я все время Тим Брессона недооцениваю, он очень хороший спортсмен и достаточно очень хорошо себя показывает именно на армфайтах, которые проводятся здесь. Он еще не проиграл после Пушкаря никому на армфайтах, так скажем. И поэтому я знал, что от него можно что-то ожидать, но я думал, что он просто покажет борьбу, а то, что не в одну калитку, как бы все предсказывали, будет борьба, но получилось все наоборот. Видимо, скажем так, у Леши в связи неопытности к соревнованиям и то, что он не выступал нигде, не получилось навязать свою борьбу. Поэтому он немного был в шоке, скажем так, в спортивном шоке. То есть не знал, что делать, какую технику. Потерялся он немного в соревнованиях. И результат налицо, то есть очень плохой результат для него на этом армфайте. А как ты считаешь, Тим Бреснен, он растет или просто у него хорошая, как говорится, хорошая, близко до чемпионской формы? Тим Бреснена я вообще запомнил тогда, когда у него был армфайт с Андреем, потому что он у Андрея забрал одну борьбу, он выиграл его. Просто Андрей уже включился, он начал одним движением выигрывать, то есть со старта доводить до победы. А когда он немного отстал, от старта, то есть Тим Бреснен его поймал и выиграл. Но когда был армфайт с Прудником, я процентов 90 был уверен, что Тим Бреснен выиграет. То же самое с Костадиновым был практически 90%, что Тим выиграет. Не знаю, он растет, но он растет именно здесь почему-то. В Европе у него получается как-то немного неудачно все проходит. Это если смотреть на последний Немиров, Злоти Тур, скажем, но уже не Немиров, а Злоти Тур, который проходил в прошлом году, то он проиграл японцу и еще кому-то, и я не знаю, от него ожидали большего, так скажем, на этом турнире. А здесь он растет и показывает очень достойный уровень. Вопрос к тебе по поводу Леши Воеводы. Как бы ты видел его дальнейшую судьбу? Какие ты, как Хаджимурат Залоев, чемпион мира, дал бы ему свои советы по поводу продвижения в нашем спорте? Что он дальше должен делать? Честно сказать, мне тяжело сейчас ему что-то советовать, потому что он 10 лет нигде не выступал. И ему надо все наращивать, потому что если человек даже пропускает 2 года, все меняется. Год не выступает, все меняется. В плане всего меняется. И люди новые появляются, и организационные моменты, другие правила, как-то уже по-другому все проходит. Поэтому нужно быть все время в строю, я так скажу, потому что я, например, я выступаю везде. И для меня
все привычно, как бы это бывает. А для него это непривычно, потому что он нигде не выступал 10 лет. Он борется только, наверное, в зале, на спаррингах, без судей и каких-то всяких узких моментов в армрестлинге, которые есть. Ему бы было тяжело сейчас, а что-то ему советовать. Ну что, это работа над ошибками, и мой совет, ему нужно где-то побороться, выступить именно на каких-то соревнованиях, вернуться в соревновательный именно процесс. В армфайте, но этот процесс пока еще, ну не знаю, для него пока что-то новое. Потому что он выступал в 2005 году, по-моему, последний армфайт у него был. В 2007, да? Ну, сколько времени прошло? Почти 10 лет. Да, бывает мышечная память, все остальное, но сейчас все по-другому уже. И уровень спортсменов, и уровень техники, и вообще методики армрестлинга все по-другому стало. Сейчас на старой школе далеко не уедешь, я скажу так. Хорошо, но если бы он даже выступал в следующий раз в варфайте, в вендете, какой бы соперник был бы достойный, равноценный для того, чтобы Алексей навязал свои вызовы и даже, скажем, был? Кто бы ему подошел? Ну, из тяжелого веса, если брать именно заокеанской лиги, то я не знаю. Я бы хотел посмотреть на двух ветеранов этого спорта, Джон Брезенк, наверное, и он. Вот, мне бы было интересно посмотреть на них обоих. Как ты считаешь, если бы вернулся бы Денис Цыпленков в Вендетту in Vegas, много у него было бы на сегодняшний день соперников? Или все-таки Денис остается непобедимым? Я думаю, много. Потому что Денис уже не выступает 2 года. Я даже могу сказать за Андрея Пушкаря, что он бы сейчас ему достойную конкуренцию составил, потому что Денис последний раз ему вообще проиграл на 1, скажем так. Если мы будем сейчас исходить из того, кто с кем как поборолся и смотреть на это, то Денис ему проиграл на последнем А1, это было в 2014 году или 2014 да, году. Но после этого Пушкарь выиграл того же Чафи, и вот я думаю, уровень Андрея Пушкаря вырос тоже с тех времен, и я не знаю, как бы все сейчас произошло с Дениса и Пушкаря поставить. А здесь тоже тот же самый Чафи, тот же самый Майкл Тот, он сейчас был в очень хорошей форме. Думаю, и Диму Трубина не нужно дооценивать, он себя показывает очень уверенно, скажем так, в своей борьбе. То есть у него есть много, заокеанских есть, и вообще есть по Европе, по России, даже с Казахстана. Хорошо, вернемся к поединку Денис Цыпленков и Майкл Тот. Что ты можешь сказать по поводу этого поединка, если бы он состоялся? Не знаю, что получилось. Смотря в какой бы Денис... Если вот смотреть на него сейчас, в каком форме Денис Цыпленков и Майкл Тот, то Майкл Тот однозначно, я бы думал, выиграл бы его. Потому что Денис сейчас не тренируется, и он от армрестлинга немного отошел в другую сторону. Он сейчас занимается больше всего другими вещами. Как мы смотрим, он и штангу поднимает, там на бицепс соревнования какие-то устраивает, и участвует в мастер-классы и все такое. То есть в армрестлинге мы его сейчас не видим. Они бы подготовились, они бы встретились на профессиональном столе, и что? Была бы вязкая борьба, скажем так. Не могу предположить, кто, но Майклу Тоду я отдаю, наверное, если 50 на 50 оценивать, то Майклу Тоду я бы еще 10% бы отдал. То есть 60 на 40. За счет чего? За счет его техники борьбы, потому что у них у обоих, они оба могут эту технику использовать, потому что Денис в последнее время тоже как бы немного такую технику использовал. Но у кого, кто на что горазд, я не могу сейчас сказать. У них у обоих такая техника непредсказуемая, и не знаю, что будет. Завязка опять порвется, наверное. Хорошо, мы последний Вендетте in Vegas проследили возрождение новой звезды. Человек очень набирает большую популярность везде в пабликах, в сетях и так дальше. Дмитрий Трубин, наш герой.
Что ты можешь сказать о нем и что ты можешь, какой предсказать ему будущее? Насчет Димы я скажу, он не только всех, он и меня очень сильно удивил, даже если оценивать его форму на Злоте Туре, он сейчас был, наверное, на голову сильнее, чем тогда. Он хорошо свою форму поднял, и ему, видимо, удобно готовиться именно под определенного соперника. Ну, кто бы ему сейчас конкуренцию составил правой рукой, ну, я не знаю, я бы хотел посмотреть его или с Чаффи, именно за океана. И опять же, спор, ну, как бы нерешенный вариант, тут то, что остался после Злоти Тура, это Андрей Пушкарь. Хорошо, состоится поединок между Пушкарем и Димой Трубиным за титул чемпиона мира, потому что титул чемпиона мира на сегодняшний день есть у нас Андрея Пушкара после Кубка мира, по результате Кубка мира. И как бы ты оценил этот поединок? Кто, по-твоему, бы выиграл этот поединок? Какой бы приблизительно был бы счет? Счет бы был не в сухую, я так думаю. То есть не было бы 6-0 или 5-1 даже. Я думаю, что там было, наверное, или 4-2, или 3-3. То есть может быть и ничья, потому что первое вообще то, что Андрей Пушкарь, он со старта бьет хорошо. То есть у него старт очень хороший, мощный, взрывной. Но если Дима остановит, он может навязать свою борьбу, и Пушкарь может устать и не дойти до конца. То есть может забиться и все. А Дима уже начнет его таскать, потому что сейчас, например, по Злотому Туру ему просто не хватало немного взвешенности. Если бы немного себя контролировал, у него бы не было этого второго фола. Ну, никто не ожидал даже там, а сейчас ожидать что там, ну, ожидается хороший бой. И я думаю, мало кому интересно, кто с каким счетом выиграет, просто на это интересно посмотреть. Вот у каждого из них есть свои болельщики, но они для меня друзья, и мне бы просто хотелось посмотреть вот хорошую, сильную, мощную борьбу.